Новое наступление ВСУ, вероятность терактов на Курской и Запорожской АЭС, а также новый бизнес Лукашенко. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Граница без защиты. Журналисты показали, как выглядит погранпереход России, где началось большое наступление ВСУ на Курскую область, и как украинцев сейчас встречают жители Суджи. Ну все нормально, українці вас не обіжають. Ми ж дружили. Теракты на атомных электростанциях. Россия обвиняет Украину в подготовке провокаций. В Киеве же говорят, что РФ готовит почву для нанесения удара по своей же территории. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт. Биолаборатории 8 лет бомбили Донбасс, и антиизраильские лозунги под посольством США в Варшаве продвигают нарративы Роспропаганды. Я из Советского Союза. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Украинское наступление в Курской области продолжается. Это признают российские Z-военкоры. В Киеве же заявляют, что продвигаться удается по 1-2 километра в сутки. Аналитики Американского института изучения войны пишут, что движение ВСУ наблюдается у населенных пунктов, которые находятся к юго-востоку от Суджи. Украинские военные тем временем публикуют видео, как утверждается, также из Суджи. На улицах города они разговаривают с местными жителями. Ну все нормально, українці вас не обіжають. Да ні, ми ж дружили, Господи. Ну а хто в цьому винен? Хто? Ну, это все государство, правительство. Мы ж прости смертные. Тем временем журналисты CNN побывали на пограничном пункте пропуска Суджа. Техника ВСУ продолжает спокойно заезжать на территорию РФ. И именно в этой точке и началось, как отмечают западные медиа, блестящее наступление украинцев. К тому же CNN сообщает, что российская граница выглядит полностью беззащитной. Ми не ожидали такого. Є певна задача, ми її виконуємо, і не більше, не менше. А фінальний результат ніхто поки нічого не каже. Министр обороны Латвии, комментируя события в Курской области, заявил, что война, которую начал Путин, и Россия вернулась домой. Как долго может длиться это наступление ВСУ, и может ли эта операция быть способом отвлечения от еще одного наступления Украины, но уже на другом участке фронта? Эти вопросы мы задали майору запаса ВСУ Алексею Гетьману. Оно не может продолжаться бесконечно, по той же самой причине. Какая была поставлена цель, что было написано в боевом распоряжении, куда мы должны, на какие рубежи мы должны выйти. И будем ли мы так активно продвигаться дальше, вряд ли. Не потому, что мы стали хуже или там кто-то начал ошибаться в планировании. Мы продвинулись, и это блестящая операция Курская, потому что сработал эффект неожиданности. Я вижу, что следующий удар, который мы нанесем, он будет неожиданным. Это может быть Крым, это может быть что угодно. Но он, кроме нарушения международных законов, мы не будем атаковать Беларусь, чтобы там не рассказывал Лукашенко, потому что мы не имеем права, согласно 51 статье Устава Организации Объединенных Наций, атаковать страну, которая нас не ведет с нами прямых боевых действий, с ее территории не заходят войска, они не ведут с нами войну. Планы наших вооруженных сил остаются пока в секрете для россиян. И, естественно, для всех нас, и слава богу, это очень правильно. Российская армия нанесла ракетный удар по проспекту Свободы в городе Сумы, который находится в 185 километрах от Курска. Прилет был по открытой местности среди жилой застройки и недалеко от торгового центра. В воздушных силах ВСУ говорят, что РФ выпустила ракету «Іскандер-К». Пожежа на стоянці, горіли декілька машин, вибухали одна за одною. Люди повибігали, у кого машини цілі були, намагалися врятувати їх. І люди почали всі спускатися з верхніх поверхів, боялися загрози повторних вибухів. Поранені в нашому будинку, наскільки я чув, ніхто не зазнав. В местной полиции заявили, что пострадавшие все же есть. Кроме того, 5 многоквартирных домов и ТЦ получили повреждения. Сгорело более 10 автомобилей. Тем временем в Сумской области, которая граничит с Курской, продолжается эвакуация населения. Эвакуировали уже 21 тысячу граждан. В полиции говорят, что готовы вывести еще 25 тысяч. Кроме того, в МВД уточнили, что из опасных районов области эвакуировали 70% детей.
Удар по Курской или же Запорожской АЭС со стороны ВСУ – одна из главных тем, которую сейчас разгоняют российские пропагандисты. Z-паблики со ссылкой на свои неназванные источники, якобы в окружении Зеленского, говорят, что Киев готовит чуть ли не одновременный удар по 2 атомным электростанциям. Вопрос только в том, как это будет реализовано. Из смешного, Украина, по версии Z-пропагандистов, должна ударить по этим объектам западным вооружением. В Киеве уже отреагировали на эти заявления. В МИД Украины заявили, что Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять подобные действия. Также в Министерстве иностранных дел призвали Москву не распространять ложь о возможных ударах Украины или же информацию о применении ВСУ грязной бомбы. В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что такие вбросы с российской стороны могут говорить о том, что именно РФ собирается совершить теракт. Россия может готовить ядерную провокацию. У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС. Теперь они врут о грязной бомбе и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт. Напомню, осенью прошлого года пропагандистка Симоньян говорила о том, что Россия могла бы взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтобы оставить мир без средств связи и вывести из строя все спутники на земной орбите. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. После недели блестящей тактики Украина может положить конец этой войне. Об этом в своей колонке для Daily Mail пишет экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Так он реагирует на наступление Украины в Курской области и призывает западных политиков дать Украине инструменты для успеха в этой битве с РФ. В частности, разрешить наносить удары ракетами Атакамс и Storm Shadow. Мы недооценивали их смелость, их готовность сделать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их чистую ярость к российскому захватчику, глубокую жажду в украинских сердцах изгнать войска Путина с каждого клочка украинской земли. Поэтому, ради бога, можно нам наконец прекратить молоть языками, отбросить бессмысленную путинофобию и дать украинцам инструменты, в которых они действительно нуждаются, чтобы довести дело до конца. В Канаде и в Испании тем временем дали понять, что Украина вправе сама распоряжаться их оружием так, как того требует ситуация на фронте, то есть может использовать это вооружение и в своем наступлении в Курской области. Тем временем в Белом доме все еще говорят о неких красных линиях и пока не сняли запрет на использование дальнобойного оружия по объектам на территории РФ. О том, как такие удары помогли бы ВСУ, мы поговорили с военным экспертом. Какое дает это преимущество? Громаднейшее преимущество. Потому что, например, если штаб находится, армии, например, или даже дивизии, он не должен быть на передовой, это очевидно. Если он находится на 20-30 километров, на 100 километров даже от линии фронта, то можно говорить о том, что возможно эффективное управление войсками. Если нам дают разрешение бить по территории России на такое расстояние, даже больше, то с тобой придется выносить на 200-300 километров. А управлять войсками с расстояния 300 километров, это то же самое, что управлять с Владивостока. То есть это никак. Это дает возможность. Плюс склады. Почему это важно? На линию фронта надо постоянно подвозить все, что необходимо для боевых действий. Российской армии в том числе. Нельзя привезти сразу много, потому что это будет сразу уничтожено. Надо подвозить маленькими партиями, но подвозить постоянно. И если эти склады им придется переместить, опять же, за 300 километров, то пока вы привезете что-то на линию фронта, имею в виду россияне, то оно уже может быть и не надо. Оно уже может быть и не надо, уже некому будет привозить. Надо будет черные пакеты целлофановые привозить. Вот это важно. Режим Лукашенко зарабатывает на жителях временно оккупированных украинских территорий. Центр национального сопротивления уточняет, что Минск наращивает поставки сельхозтехники на территории, которые сейчас не подконтрольны Украине. Кроме того, завозит и другую продукцию. В то же время с территорий, которые считаются оккупированными Россией, в Беларусь едут товары легкой промышленности, сообщает ЦНС. Например, недавно оккупационные власти Запорожской области заключили с белорусской делегацией соглашение в сфере торговли. Таким образом, режим Лукашенко сознательно нарушает международное право и ведет торговлю с оккупированными территориями. Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки, и прибытие белорусских делегаций на временно оккупированной территории делает их законной целью.
В Варшаве под посольством США представители небольшой польской партии Poll-Exit распространяли нарративы российской пропаганды об украинских биолабораториях, а также о ситуации на Донбассе. Помимо этого, представители этой партии недовольны действиями Израиля в секторе Газа. Тимур Задорожный детальнее. 8 лет бомбили Донбасс, биолаборатории на территории Украины. И почему Варшава не должна помогать Киеву в войне? Напротив посольства США в Варшаве прошла акция против Украины и Израиля. Z bronią biologiczną. 8 laboratoriów, tak, i amerykańskich. I słuchajcie, w Kongresie Stanów Zjednoczonych było przesłuchanie, było dochodzenie. Ale ja rozumiem, ale oni mordowali te laboratoria, coś robili. A skąd mieliśmy świńską grypę? Przez 8 lat ludzie z Ługańska, Doniecka byli mordowani, bombardowani. Przez NATO? Tak, przez wojska ukraińskie, które były szkolone przez NATO. I Spółki Azowa, czy prawy sektor wyżynające, gwałcące kobiety rosyjskie. Kiedy? No kiedy? No jak kiedy teraz? А Луганская, Донецкая республика, то изначально была Украина или Россия? Tak, Ответьте. wspólna что? była. Украина. Так. Да? Что там делали русские войска? A co tam działały ukraińskie, mordując cywili? А это была украинская территория? A co, jakie ukraińskie? Ale tam był, a powiedz, co tam bracie był CIA, Mossad, co tam robili? Wszystkie prezydenty, Brawo. wszystkie rady i kurwa dogadać się. Brawo! A im to wszystko wygodnie. Ale to hasło nie ma nic wspólnego. I wam to młodym wszystko... А вы откуда? Я откуда, пожалуйста, представьтесь. из Советского Союза. Я Из Советского россиянка Союза? Украины. Из Советского Союза? Да. А что вы тут делаете, извините, на территории НАТО? Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, оставляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.